Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз, что скоро, а возможно и неожиданно, произойдет или случится в вашей жизни со дня на день, буквально до 31 декабря. Давайте узнаем. И цыганский старинный пасьянс, события со дня на день, сами по себе события, которые нам демонстрируют карты. Давайте узнаем. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет, но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. А я вас хочу пригласить на свой сайт, на телеграм-канал, на котором я попыталась собрать, по крайней мере, буду публиковать ссылки на контент, на плейлисты, на видео и на публикации со своего сайта. Вот для кого форма в одном месте более удобна, переходите, подписывайтесь, буду искренне рада. А также ссылки на мой сайт, особенно последняя статья «Кармический декабрь». Это не просто очередная статья, это кармические уроки, и не столько на декабрь, сколько на 2026 год. Перейдите, прочитайте, я думаю. Если переложить ваши планы на расписание звезд, подсказок будет больше. Итак, смотрим. Прочная связь с кем-то. Ну, есть, значит, какая-то персона. Может быть и по работе, а может быть это касается жизни личной. Кто знает, а может быть и то, и другое все вместе взятое. И еще дорога. Или дело, которое вы не отмените, ему как суждено быть или продолжаться. Или какие-то контакты, мои дорогие. И может быть именно это связано с вашей поездкой или планируемой поездкой. Ладно, пойдем дальше. Что еще? Что у весов совпадет? Вот интересно, вам не первым из всех знаков зодиака выпадает змея. Может быть, это время такое, да, кто-то наблюдает, кто-то завидует банально, да, но змея всегда и нас призывает к осторожности. И я говорю, включите змеиный режим. Мы с вами живем в год змеи, а змея, она наблюдает. Вот не время для вердиктов, время тут, скорее всего, каким-то продуманным больше действием. Не выносить, может быть, даже вот, ваше определение, не торопиться, по крайней мере, сказать что-то, да, или пообещать кому-то. Потому что какие-то манипуляции могут быть. Человек транслирует одно, а сам он может думать совершенно что-то другое. Так, пойдем дальше. А могут быть и такие люди, которые говорят в глаза одно, а думают тоже что-то другое. Берегите себя, мои дорогие весы. Может быть, какая-то многоходовочка и есть. Или кто-то хитрит. А у вас еще, смотрите, деньги совпадают. Деньги есть, как будто деньги будут. Ну, кто знает, может, это кто-то в долг просит. Вот, кстати, да? Я могу такое предположить. Тогда помните, что рука дающего сегодня, завтра может стать рукой просящего. Или как-то аккуратно. Ну, мало ли, может быть, даже иногда наши близкие ждут, да, семья, дети особенно, ждут подарочков, а вам хочется всех порадовать, вам хочется видеть счастливые лица. Но все-таки вот рядом как-то эти два значения находятся. Будьте аккуратны с деньгами, правда. Смотрю, что у вас еще совпало. Спокойное течение жизни. Мы в нашем пасьянсе можем соединять значения в крайних рядах по вертикали, по горизонтали. Спокойное течение жизни в целом. Поэтому, ну вот не попасться на удочку, может быть, и стоит. Или самим что-то не прошляпить, если мы по части трат. Но, в принципе, это могут быть самые разные как бы значения, не взаимосвязанные. Деньги деньгами, будем говорить, да. Но и к людям надо быть аккуратными. Может быть, это у кого-то и дело, или какие-то взаимоотношения, которые тоже продолжаются. А вы, кстати, этому человеку не верите. Это вы за ним наблюдаете, это вы змеиный режим включаете, и это будет правильно. Может быть, просто тогда карты вам дают подсказку. Действуй вот тоже в том же ключе, будь осторожным. Если ты уже кого-то подозреваешь, ну, я этого не исключаю, мы все разные, тогда все равно мы не говорим, словно «маска, я тебя знаю». Нет, мы тоже
опять же, в этом змеином режиме давайте позволим той персоне, чтобы она раскрылась наиболее полно, да. Может быть, вы уже разгадали план человека, хитрый какой-то план, ну может быть такое. А он даже ни сном, ни духом, а он даже не предполагает. Я допускаю, что вы можете и сомневаться тоже. Мы люди, мы склонны ошибаться. Но вот, может быть, время пройдет, что-то еще произойдет, или как-то себя человек проявит, и уже можно будет делать какие-то выводы. Пока я с вами говорила, смотрю, что еще совпало. Венок. И венок – это радость. Какая-то радость у вас точно будет. Может быть, и радость от общения. Может быть, это дорога, которая прежде, допустим, переносилась, или вы уже сомневались. Вот рядом эти два значения, значит, знаете, это какой-то путь у вас все-таки получится осуществить. Может быть, не в тех сроках, потому что у нас конфигурация на небе это ретро-Уран, и Сатурн, он хоть и уже в прямом директном движении, но он в той же конфигурации, в тех же градусах, как был в ретрограде. Поэтому у нас еще почти до половину года будет идти где-то либо люди, которых мы знаем, или какие-то прежние истории, наши какие-то задумки, мечты, кстати, мои дорогие. Но это то, что знакомо. Где-то, знаете, реальность будет преломляться словно. Вот такое необъяснимое чувство, когда в одной точке, как будто мы в одну эпоху, время, проживаем сразу несколько предыдущих эпох. Что это значит? Либо какие-то вопросы знакомы, или подобные какие-то ситуации, или когда вы можете вспомнить о своей цели, намерении, мечте. И не случайно вот тут все происходит, как и люди в нашей жизни, как и события, так и ваша какая-то задумка. Она тоже не случайно появилась в вашем сознании. Тут нужно как-то сфигурировать, может быть, правильный, как запрос послать в это пространство, да? Ведь мысли, то, что мы думаем сегодня, мы формируем реальность завтра. Поэтому так вот забегая немного вперед, ну почти на полгода, тем не менее я могу сказать, что, правда, не выносите вердикты, кто знает. Может быть, потом что-то будет меняться, и вы себя за это поблагодарите, что не были в каких-то темах безапелляционны. Я не вижу у вас больше совпадений, поэтому мы пойдем дальше. Давайте узнаем. Что скоро и неожиданно? Что ж там скоро? В жизни весов. На колоде Таро у нас Таро добра, которую прорисовала вот эту колоду известная художник, психолог, таролог с большим стажем Колет Барон Рид. Призывает нас всех быть добрее к самим себе. Итак, что же там скоро для весов? Четверка огня, праздник после победы. Правда, победа какая-то есть, праздник тоже будет. Хорошее настроение. Иногда по этой карте мы решаем жилищные вопросы. Да, тут и дом, и семья, влюбленная какая-то, или пара, да, вообще это двойка воды, это любовь, искренность, верность, как и ваша. Но тут явно есть какое-то взаимодействие, опять же, с человеком. Конечно, карта может свидетельствовать, тем более четверка огня. Это мы так часто говорим, что это вопросы дома, ну или как какой-то фундамент, как 4 столпа. Когда определяемся, и вот уверенности это и больше. Но все же жезлы, дела, работа, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. То есть это есть какая-то конкретика, да, нашей активности. И тогда эта карта будет говорить от того, как ты проявишь дипломатию, но не тогда, когда вокруг вас царит гармония, когда гармония царит в вашей душе. Вот немножко вам, наверное, где-то эгоистом будет полезно побыть. Тут и змеи какие-то, и вроде бы ведь это только узел. Нам говорят о том, что, ну да, с человеком каким-то продолжится взаимосвязь, это факт. Но при этом нам не говорят, что это за человек. Может быть, это где-то взаимосвязаны, да, змея, узел. Может быть, это и что-то другое. Может быть, это даже то, что мы уже сказали себе, ну все, больше я это не буду продолжать. А тут каким-то образом, ну, ваша мечта может сбыться, но совсем конфигурация не так, как вы себе это представляли. Тогда все-таки как вариант рассмотреть, почему бы нет. Я думаю, стоит.
Поэтому вот эту дипломатию, да, на пользу себе надо употребить. Но вот тут вот как будто скоро какая-то радость действительно. Ух ты, и победа. Вы посмотрите, какие две карты. Сама по себе карта победителя. И эта карта еще нам свидетельствует о переменах. Корабль – один из символов Меркурия. И правда, иногда корабль – это как путешествие, поездка и перемены. Вот тут есть победа, которую вам нужно укрепить, удержать, ухватить и держать какое-то время. Мы не можем расслабиться, эта карта говорит. И вроде как и победа есть, и праздник после победы. Но тут что-то вам нужно переложить уже на будущее, на прогресс. Потому что как только ты перестанешь все контролировать, вот дипломатия для чего вам нужна, так все может пойти наперекосяк. Вот поэтому контроль такой, возможно, и незаметный, но очень пристальный, потому как победа и праздник, и тут карта любви, может быть, это у кого-то во взаимоотношениях, но все равно, понимаете, розовые очки мы не надеваем на себя, понимая, что, ну, в любой момент что-то может измениться. Давайте узнаем, а что же неожиданно тогда? А вам захочется, может быть, неожиданно, словно сменить направление. Для кого-то из вас это может быть неожиданная новость. Для кого-то из вас это может быть и человек. Кстати, это может быть и поездка, когда вам как будто нужно поехать куда-то, увидеть своими глазами. Но также и еще и по этой карте нам, знаете, много мыслей будет. Вот венок из свечей, представьте, сколько огненных идей вас может посетить до 31 декабря. А все равно тут надо как-то венок как-то, ну, неудобно с таким венком ходить, поэтому тут нужно что-то упорядочить. Надо разобраться и именно оставить что-то одно. И карта неожиданности. Иногда вестник огня – это, по сути, рыцарь жезлов. И это тоже карта сама по себе неожиданностей. Я часто говорю, будь готов к неожиданностям. Вот где-то здесь, правда, может быть такая конфигурация, что какая-то ваша задумка, мечта, идея вспыхивает вновь. Вы понимаете, что «а дай-ка я попробую» или «дай-ка я то, от чего уже отказалась, отказался, а может быть, как раз сейчас у меня это и получится». Ну, не буквально, может быть, сию секунду, потому что мы тут думаем, анализируем где-то, но мы по этой карте и действуем. Все-таки действия идут по вестникам. Хотя я не исключаю, что действительно тут какая-то дорога либо ваша, а может быть и к вам. Неожиданно причем. Что еще неожиданно? Двойка земли. Две двойки. Партнерские отношения, это правда. Тут смотрите, конечно, для кого-то из вас две двойки. Это то, что хорошо знакомо. Изучено, но, может быть, и не самым простым опытом или не самым легким. Так вот, какая-то конфигурация сотрудничества, которая касается работы, и то же самое, но только то, что касается личной жизни. И я допускаю, что у кого-то это контакты с человеком, когда и есть, может быть, и рабочий какой-то интерес, но пусть не рабочий, документальный или какой-то, ну, ваш план, да, и он упирается, может быть, в документы, бумаги, в согласование или подсчет денежный, может быть и так. Но и все равно, как будто провзаимодействовать вам словно жонглёром надо быть. Карта где-то говорит и предостерегает: будь готов к неожиданностям, двойку земли. Мы можем, также, как знаете, не просчитаться в деньгах. Потому что по этой карте нам всегда говорят: ты обойдешься двумя пентаклями. Ну, конечно, я утрирую, имеется в виду какие-то необходимые траты. Поэтому будьте, правда, внимательны к деньгами, с деньгами, потому что, возможно, вот какой-то эквивалент финансовый или сумма вам понадобится после, уже в новом году, может быть, с первых чисел. Там у нас не будет долгой раскачки. Но так, если по транзитам. Скорее всего, где-то в конце первой недели мы почувствуем жизненный драйв, а кто-то и раньше. То есть там обычно у нас как-то полмесяца проходит так вот ни шатка, ни валка, ну вот именно в раскачку, а тут вот, скорее всего, нет. Мы будем более активно включаться в какие-то дела, или у нас уже накопилось дел, когда мы ждем, чтобы все заработало, как будто, да, вот закончились эти каникулы. Что еще неожиданно? Кстати, по этой карте карта дает совет: будь легок на подъем. Вот это тоже как-то можно связать. Смотрите, вам словно высшие силы помогают.
Правда, тут можно решить финансовый вопрос. Деньги как будто будут. Может быть, это неожиданно, мы спросили, да, и денежная карта финансового успеха. То, может быть, это тот эквивалент, который, ну, как, может быть, премиальные какие-то, да, или какие-то бонусы. Или если у вас свой бизнес, значит, какой-то объем, продаж, контакты, контракты, там, что, от чего у вас ваша работа зависит. Тут все равно вот какой-то эквивалент вас будет радовать, безусловно, по финансам. Но это карта еще поддержки высших сил и баланса. Для кого-то из вас, мои дорогие весы, вы получаете сумму денег и понимаете сами, мне нужно это сохранить, потому что какая-то идея есть. Или, может быть, это вы собираетесь в поездку, и никто об этом не знает. Или вы хотели бы переехать. Или вы, ну, наверное, как мечта, которая так или иначе, она, ну, требует какого-то либо вложения, может быть, изучения чего-то, да, и, ну, изучить, если науки или, ну, может быть, какое-то ремесло, к примеру, да, как вариант, работать из любой точки мира, нужно что-то в руках своих, ремесло это иметь, и для того, чтобы пройти курсы, тоже нужны деньги. Вот тут явно вы что-то задумаете для себя, причем неожиданно, потому что вы как какие-то выводы делаете. Вы понимаете, что у вас сейчас в руках ресурсы. Но это могут быть как и материальные, буквально какая-то сумма. Но это еще и ваша перезагрузка, когда вы понимаете, что я сейчас в наиболее ресурсном состоянии. Есть и знания, есть и силы, есть и время. И от того, как я правильно соединю все это, получится качество жизни или не получится. И поэтому себя захочется сохранять больше, чтобы не было, знаете, как в пустоту, в какой-то вакуум. Или всегда ведь по шестерке Земли это, ну, как, знаете, какой-то великий баланс. У нас как будто две всегда, если мы берем, но в этой колоде немножко по-другому, а так у нас обычно весы изображают тоже, да, на этой карте. То есть если мы на одну чашу весов положили 3 пентакля, стало быть, на другую мы столько же. Если вы участвуете в каком-то проекте, значит, эквивалент вашего вознаграждения, он тоже должен быть соответственный. Вот научиться ценить себя, свое время, свои знания, свои ресурсы, но на пользу самому себе, опять же, вот эту дипломатию как-то и проявлять. А к чему это все идет, давайте узнаем. Очень интересно. Ага. Вы знаете, вам тут действительно, как высшие силы, не случайно создают, знаете, как, может быть, палитру новостей, палитру событий, вот то, что разворачивается. Те люди, которые присутствуют в вашей жизни, тоже не случайно. Те люди, которые, может быть, и новые входят в вашу жизнь. Вот каждый, понимаете, тут надо проживать очень осознанно каждый день. Потому что ведь энергетика у карты сила, это как у мага. Это маг, он, хоть и говорят, великий манипулятор, а он умеет, мои дорогие, эмоцию не проживать, а наблюдать за этой эмоцией, как сторонний наблюдатель. Поэтому его очень сложно вывести из терпения. Его очень сложно склонить к тому, что он считает для себя нет. Это однозначно какой-то, этим заниматься не буду. Причем он умеет и не создать конфронтацию от своего нет, а вот как-то так договориться. Это, конечно, и уважение. Вообще, это карта критического мышления. Видимо, несмотря даже на победы, на праздники, вас карты настойчиво, мои дорогие, призывают. Тут явно будет как инсайт, может быть, даже у кого-то, да? А может быть, это связано именно с новостью какой-то, которую вы услышите. И вот такое тоже бывает. Мы иногда даже от посторонних людей слышим какую-то фразу, может быть, пару-тройку слов. И у нас словно пазл в голове складывается, мы понимаем, вот именно сейчас пора. А если завтра, то будет поздно. Вот что-то подобное, скоро и неожиданно, у вас может быть в вашей жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои статьи, а я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.